ключевая часть вооруженных сил России. Странно, но это так. Ключевая, которая решит все. Вот развитие войск беспилотных систем решит полностью успех на фронте или не успех, да, определит. Часть армии, которую надо срочно вот прямо развивать решительными темпами, это именно беспилотные войска. Вот прямо на них все сошлось. Надо делать маневр деньгами внутри бюджета военного. Все останавливать даже производство какие-то ненужные абсолютно. А все сэкономили деньги бросать на беспилотники. В широком смысле. Да, мы вас выдергиваем, мы ваши планы там жизненные рушим, так далее, но на приличную зарплату очень и относительно безопасно. Всем привет! Вы снова на канале Ширяев и Ширяев, где я журналист Евгений Ширяев, мой отец военный обозреватель Валерий Ширяев. Обсуждаем последние события, случившиеся за эту неделю. Рад приветствовать всех, кто сейчас с нами. Ну, помимо событий на фронте, и поговорим и о вопросах теории. Есть повод. На Украине новый командующий пришел к управлению всеми войсками. Поговорим о симметрии, об асимметрии. Явно совершенно сейчас симметрично отвечает командование российской армии, нанося удары по судоходству в Черном море. И ни много ни мало прекратилась, уж не знаю на какое время, вообще внешняя торговля Украины морем, морская торговля. А это важнейшая часть, потому что мы понимаем, что грузовой корабль поднимает прям несколько эшелонов за раз железнодорожных. Да? Никто не принуждает нас действовать симметрично, если мы с кем-то воюем. Нам это пришло еще от хищников, которые используют тактические сенсоры грамотно, там, глаза, уши, нос, стараются друг друга обхитрить, обойти со стороны и так далее, выйти в тыл противнику. Вот о таких вещах сегодня будем говорить. Ну, а у нас на фронте события, да? Российские военные взяли населенный пункт Новая Сечь в Сумской области, 2 населенных пункта в Харьковской, это Захаровка и Ивашкино. В ДНР российские военные взяли под контроль Шевченко, Торская, Красный Кут, Светлое, а также в Днепропетровской области российские военные заняли Коммунаровку. Часто приходится слышать о том, что перечисление подробного большого набора небольших, малозначительных в географическом смысле населенных пунктов – это все-таки больше пиар, а такого значения для фронта это не имеет. И сам я иной раз просто даже в раздражении отмечаю одни и те же пункты, которые переходят из рук в руки и так далее. И все-таки нет, хотя наши зрители спрашивают об этом, да, о важности такого события, все-таки нет. Все-таки населенный пункт в любом случае становится базой для расширения боевых действий, если у тебя до следующего населенного пункта открытое пространство, и тебе трудно передвигаться по нему, потому что дроны все видят, наносят смертельные удары. Любой населенный пункт сверхважный на чаще всего. Он становится укрепзоной. Ну, конечно, конечно. И с него подготавливается, когда ты уже по-настоящему там обустроился, то, что называется закрепы, да, прошли. У американцев во время Второй мировой войны, когда они воевали в Тихом океане, там же огромное количество мелких островов. Да. Это называлось стратегией лягушачьих прыжков. Один островок захватят, высадят там десант, обустроятся, все, подгонит авианосец, посмотрит, что там вокруг, следующий островок. И так потихоньку они всю островную зону-то и заняли. Вот, поэтому то, что в северной зоне действия группировки «Север» произошло, занят населенный пункт, это все-таки существенно. Новое командование уже не Сырский, уже Дропатый, понимает важность этих событий, и туда сейчас перебрасываются срочно прям подкрепления, какие уж есть. Да, и идут активные контратаки на позиции российских войск с целью просто прекратить это продвижение, все, потому что там далеко зашло. Вот, особенно приближение к Сумам, да и к Харькову, честно говоря, тоже. Дело в том, что к Харькову, если приблизиться на расстояние там, уже ближе 15 километров, то это артиллерия уже достает. То есть нельзя близко подпускать. Вот в чем дело. Спускаемся южнее, Купянск. Там, в общем, особо без изменений, но российская командиры российских частей потихонечку вышли, уперлись в берег Оскола.
Там ситуация контролируется со стороны ВСУ по большей части дронами, не личным составом. И вот какое это имеет значение. В условиях, когда ты уперся в речку, тебе проще делать ротирование. Ты знаешь, очень большая часть успехов и российской, и украинской армии вот, на СВО достигнута во время ротации. Что такое ротация? Ну, или на передовой части понесли потери, и надо менять. Либо бойцы просто долго там находятся, и постоянный непрерывный стресс приводит к падению боеспособности, технику потеряли тогда. Ну, в общем, части меняют. И вот в этот момент, когда одна часть уходит, а на ее место заходит другая, в те же самые укрепления, да, если разведка противника знает это заранее, можно запланировать такую быструю контратаку, и одна часть ушла, другая еще толком не зашла, и в этот момент хлоп, и занят это место. Вот это называется контратака во время ротации. Очень много таких случаев. Вот совсем недавно в группировке войск Днепр украинцы, тактический прорыв был небольшой, именно вот во время ротации. Так вот, когда ты в Купинске, допустим, там, уперся в приличную речку, Оскол, таких хороших размеров, ширины, ты себя легче чувствуешь. Потому что ротировать можешь, а с той стороны через реку не придет контратака. То есть ты ротацию спокойнее проводишь. Да, дроны тебе мешают, там все понятно. Но уж, по крайней мере, ты не ожидаешь таких вещей. Помните, когда-то казалось, что мир теперь будет становиться все более и более открытым. Интернет, соцсети, путешествия – все как будто становилось ближе, а границы, казалось, имеют все меньшее значение. Но это было в прошлой жизни. А в этой открытый мир для нас сильно подзакрылся. Но у нас все еще остаются ключи, которые могут его обратно приоткрыть. Один из таких ключей – зарубежный банковский счет. С ним можно оплачивать иностранные сервисы, бронировать отели и автомобили, расплачиваться в поездках и снимать наличные за границей. Оформить такой счет поможет команда Skizit. Они дистанционно открывают зарубежные счета и оформляют именные карты в банках Грузии, Армении и других надежных банках СНГ. Для оформления нужен только загранпаспорт любой страны или паспорт РФ, а сам процесс может занять от 1 дня. Можно подобрать вариант под конкретную задачу. Более доступную карту для оплаты подписок и зарубежных сервисов, карту для путешествий и аренды автомобилей или счет для жизни за границей и регулярных международных переводов. Также вы сможете снимать наличные по всему миру. Курс будет выгоднее, чем в обменниках. Карты можно привязать к Apple Pay и Google Pay, а счет пополнять переводом из российских банков. Приложение «Банка» и «Поддержка» работает на русском языке, а команда Skizit остается на связи и после оформления. В зависимости от тарифа вам будут доступны дополнительные возможности. Например, страховка для путешествий, ускоренный проход в аэропортах и посещение бизнес-залов. Кстати, есть даже вариант карт с бесплатным обслуживанием и доходностью на остаток счета. У Skizit демократичные цены и есть разные варианты оплаты. Можно взять в рассрочку или внести остаток после изготовления карты. А если открыть карту не получится, команда Skizit вернет деньги. С их помощью счета оформили уже более 15 тысяч клиентов, а по промокоду Ширяев вы получите скидку от 5 до 15 тысяч рублей. Она, кстати, суммируется с другими акциями Skizit. Так что, если задумываетесь о том, чтобы оформить зарубежный счет, переходите по ссылке в описании. Начались бои за Николаевку, туда прям зашли штурмовики. Это то место, мы рассказывали, где находится индустриальный объект, теплоэлектростанция. Она уже не работает давно, но зато там огромное количество бетонных мощных стен, там укреплений, где можно спрятаться, ну как в крепости прям. Вот, и там вот начались бои, потому что без взятия Николаевки на Славянск наступать рискованно. Пока Николаевку не возьмут, туда на Славянск не пойдут. Сама Николаевка изрядно разрушена уже авиабомбами. Вот таким образом готовились к штурму. Да, сейчас город представляет себе, конечно, печальное зрелище. Ну, не город, населенный пункт. Южнее еще идут бои на запад от Рая Александровки. Ну и в самом городе регулярно до сих пор еще иногда
эпизодические боевые действия вспыхивают. До сих пор еще идет зачистка, не все закончили, хотя уже говорить об украинском контроле в районе Александровки невозможно. Мы говорили о взятии Васютинского, туда опять вернулись украинские военные в небольшом количестве, тем не менее в населенном пункте идут бои, и это зона взаимного контроля уже сейчас. Очень важный пункт населенный Васютинский на пути к Краматорску. Прям очень важный. И я думаю, что это то место, которое необходимо вот для как раз накопления войск и так далее, для подготовки штурма. Мы говорили, что в районе Константиновки еще остается очень небольшой кусочек Часов Яра, который вот, украинские войска еще там продолжают оставаться. Ну вот в районе примерно одна рота остается украинских солдат. Это максимум, что там есть сейчас. И они потихонечку все-таки оттуда отходят. То есть идут непрерывные бои в этом районе. Все-таки невозможно дальше двигаться, не ликвидировав вот этот карман. И я думаю, что он будет ликвидирован там, в ближайшие какие-то недели. Просто дальнейшее наступление, вот, оно включает в себя и вот этот пункт удаления этого опасного участка. Ну, а в Алексеево-Дружковке, правда, мы и видео уже видели, так сказать, показывают там флаги, бойцы. Действительно, на окраины зашли первые подразделения, сверхмалые группы. Начинается штурм. Начинается штурм Алексеево-Дружковки. Еще южнее, в районе Доброполя, резко разгорелись бои, боевые действия. Была предпринята очень неудачная атака бронетанковой колонной, в размере батальонной колонны, так, по численности просто техники. Техника подбита, там бойцы успели только соскочить. Это, в общем, несколько странное действие, потому что мы знаем, что колоннами бронетанковыми уже больше года никто не ходит, ни украинцы, ни российская армия. Но вот, тем не менее, так случилось, что это было. Но, на мой взгляд, это была рисковая попытка. Командир решил, а вдруг получится? Ну да, потому что о Доброполе уже давно как бы ничего не слышно, как будто бы, и может быть переброска вот резервов оттуда. Да, нет, наоборот. Ну, в смысле, Россия перебросила туда. Да, резервы. И вот командир, который решил рискнуть. А черт его знает, а вдруг вот сейчас получится. Вот. Не получилось. Как раз год прошел с того прорыва. Да, точно. В общем, я так думаю, что это эксперимент был. Каждый вот, божий месяц мы видим, что кто-то где-то по всей линии фронта, украинцы, российские командиры, устраивают эксперименты. Вот такие. На всякий случай посмотреть, а что получится. Ну вот, неудачно. Но в целом в Доброполе продвижение, причем серьезно, а к северу занят важный населенный пункт Красный Кут. Есть две долины реки, которые сходятся прямо перед Дружковкой. И дальше идут уже по долине реки вот это Дружковка, Краматорск, Славянск. А одна часть долины – это Константиновка, собственно говоря, в которой сейчас пойдут войска на Дружковку. А вот вторая долина выходит на Дружковку с запада, как раз от Красного Кута. Мы уже рассказывали, что долины рек поросли редколесьем, кустарником густым, и там передвижение этих сверхмалых пехотных групп гораздо более комфортное, в смысле, так сказать, скрываться легче от беспилотников, от разведки вражеской и так далее. Все проще сократить дистанцию по времени прохождения. Вот, поэтому теперь получается, что на Дружковку, судя по всему, движение с двух сторон пойдет. Из запада от Красного Кута и из Алексеево-Дружковки. Кстати говоря, захват Красного Кута не был бы возможен, если бы перед этим, на прошлой неделе, не взяли бы Белецкое, о котором мы рассказывали, важный населенный пункт, с опорой на него, вот важность небольших населенных пунктов, да, при экспансии по фронту. Вот она, пожалуйста, прямо здесь. Только когда взяли Белецкое, возможен был этот рывок. Да, ну а Запорожской, Днепропетровской области? Там как раз ситуация резко обострилась, все стало значительно сложнее для российской армии, и это прямо вот
прямая наглядная демонстрация, что такое действия симметричные, что такое действия асимметричные. Дело в том, что, очевидно, мы уже сейчас вот просто показали продвижение российских войск в Донбассе. Понятно, что остановить их не могут имеющимися силами и средствами. И это важнейшая политическая задача, которую поставил Путин. И если так пойдет, будет Донбасс занят. Не в этом году, в следующем, но он будет занят, если вот так вот действовать будут. И еще Сырский, недропатый, решил противопоставить этому наступление в Днепропетровской и Запорожской областях против группировки войск «Восток». Мы говорили о важном значении вот этого населенного пункта Терноватое. Оно и до сих пор там пополам где-то разделено, идут активные бои, но туда перебросили еще дополнительные резервы, и развилось, там были два небольших вклинения, и российская армия пытается обеспечить фланги, делает это все вокруг Терноватого. Но ВСУ, вот они ввели в бой резервы, и это и есть главное событие недели для ВСУ на этом участке вообще. Узкое вклинение ВСУ углубилось по направлению Покровская, Новоалександровка, Вишневая на 10 километров, а рядом по направлению Березово, Новониколаевка на 7 километров. И создалась очень опасная ситуация для группировки войск «Восток». Это и есть асимметричное планирование операции. То есть они пытаются за счет вот такого изменения заставить российское командование, генеральный штаб, снять резервы с Донбасса и срочно перебросить его по направлению между Запорожьем и Крымом. Сейчас пока это тактический успех. Такой 10 километров. В общем, тактический успех, да. Но если его развить, это будет прям серьезная опасность создастся. Вот не реагирует опять по-прежнему российское командование на эту угрозу так, как этого ждут украинцы. Все равно все главные усилия сосредоточены в Донбассе. Все равно именно там идет наступление. И на севере, как отвлекающий момент. Второй удар украинская армия наносила против войск Теплинского на Плавне, Степногорск. Но, в общем, южная часть Степногорска держится, а российская армия ее не отдает. Там есть микрорайон Высоток, очень такой известный, на самом юге. Он твердо удерживается, он важен тем, что там оттуда антенны стоят, и операторы дронами управляют на высотках. В общем, там действительно все остановлено. Вот что стало результатом этого асимметричного планирования. Наступление группировки войск «Восток» на Орехов, как вот мы рассказывали все время, остановлено. Не сам Иванаев остановил. До того момента, пока не будет отражено это контрнаступление, о котором я сейчас говорил, к востоку от Терноватого, либо он не получит какие-то очень приличные, существенные резервы, нельзя развивать это наступление на Орехов, это чревато. Это чревато, что у тебя в тылу окажется большая группировка противника и нанесет тебе удар прямо в спину. Теперь все-таки надо отразить этот контрудар, измотать противника в встречных боях, как это сделали в Степногорске, кстати говоря, и перейти в контрнаступление, либо просто выровнять положение по линии фронта, по линии боевого соприкосновения, какая была раньше, и тогда уже опять продолжать движение на Орехов. Это сдвиг в планах на несколько месяцев. Раскрою тайну. Тюменская техника Кейс-Гуру производится в Китае, где сосредоточены 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Кейс-Гуру написано «сделано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства, а в Китае масштабируют производство. Глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационную технику,
Для уборки по старинке, без химии, но с ориентиром на стандартной медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина. Теперь можно быстро убраться без мышечной усталости с беспроводным пылесосом Турбосил. У этой новинки Case Guru рекордное соотношение длительности работы и мощности. За счет высокой силы всасывания он может очистить мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станции самоочистки Case Guru Самочист. Тюменский самочист производит сухую и влажную уборку, сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру пылесоса можно наблюдать за домом из любой точки города. Чтобы быстро, эффективно и безопасно очистить окна, пригодится робот-мойщик Case Guru Чистобот. Он отмывает 20 видов поверхностей – горизонтальных и вертикальных. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране, чтобы выбрать инновационное устройство Case Guru для уборки. И забирайте промокод SHIR07 на скидку до 1000 рублей. Закончилась вся эпопея с перестановками в украинской армии. Дропатый занял место Сырского, и при этом он пришел на все готовенькое, да, потому что Украина и так показывала результаты какие-то. Да. В частности, как раз на южной части фронта. Не знаю, что будет у нас в России. Будет ли он признан террористом и экстремистом за свои прошлые высказывания относительно там право русских на существование, потому что, да, человек явно такой специфический, очень... западенец. Да. Ты знаешь, во-первых, это чрезвычайно амбициозный человек. Вот если сложить все, что я о нем прочитал, его интервью, даже иной раз его просто мимику, да, эмоциональное отражение хода мыслей, это человек очень амбициозный, мне кажется, более амбициозный, чем Сырский. И, конечно же, все сейчас ждут, что молодой командующий, 44 года, должен начать свою карьеру на высшем посту с какого-то яркого успеха. Это нормально. Появились мнения, что не обращайте внимания, у него очень много там внутри армии проблем, он должен с ними разобраться, с устройством, доведением до конца корпусной реформы. Или, например, Сырский довел дело не до микроменеджмента, а до наноменеджмента. Сырский распоряжался судьбой отдельных рот, не батальонов даже, уж я не говорю про бригаду, а прямо рот. Вот где-то какая-то рота или две роты с отдыха выводятся, где-то появились свежие, он их хватает и лично решает, куда им там, на какой участок фронта, независимо от того, к какой бригаде они принадлежат или к какому корпусу даже. Знаешь? То есть это вот прям микроменеджмент. Вот не от хорошей жизни он до этого дошел, потому что резервов нет. Он прям охотится за каждым свободным юнитом. Да. И тем не менее, отдадим должное. И именно он создал эту ситуацию, в которой сейчас может продолжить Дропатый на юге и усилить натиск на российские войска. Именно Сырский это создал. Короче говоря, вот сейчас все гадают, где же будет этот контрудар. Потому что не слышно, по крайней мере, в открытых источниках так не найдешь, куда делись очень многие соединения морской пехоты украинской. То есть где-то их вывели куда-то в резерв. Они ждут своего часа. И многие другие. То есть создать стратегический резерв Украины не в состоянии, это понятно. Но оперативный резерв у Дропатова есть. И где-то он сейчас проявится, где-то он выстрелит. Ну, соответственно, мое мнение такое, что гораздо проще действовать там, где уже есть успех. То есть развить его. Это вот Днепропетровская либо Запорожская область. Но можно попытаться срезать на Редкодуб вот этот тут выступ в районе Лимана, севернее Лимана, где стоит 20-я армия, прямо окружить ее. Такого тоже, в принципе, попытка такая возможна. Других каких-то особых направлений я пока не вижу. Ну, я имею в виду из тех, где сейчас активные, возможно, наступательные действия. Мне почему-то кажется, что Дропатый оригинально не станет что-то совершенно новое изобретать. Он будет развивать наследие Сырского. Вот, я имею в виду оперативно-тактическое. Несомненно, вооруженные силы Украины имеют где-то в глубине обороны опытные
части в оперативном резерве. Как они будут использованы, не знаем пока. Во-вторых, уже точно совершенно по действиям Днепропетровской области ясно, что командиры украинские полностью адаптировали вот эту тактику, переняли ее, действия сверхмалыми группами. Они в этом смысле вот ничем не уступают российским командирам. Но их положение-то, если вот про весь фронт говорить, полегче. Им надо в активной обороне просто короткие контратаки и все. И только у российского командования стоит сложная задача не просто там контратаками заниматься, а продвигаться, захватывать города, налаживать связь, заводить туда логистику и так далее. То есть намного сложнее, намного сложнее. И тем не менее, поскольку очень много разговоров идет сейчас, и прям первые лица государств включились в этот обмен словесными ударами, я имею в виду мобилизацию, очень важная часть в этом итоге – бесконечные контратаки Украины, которые, судя по всему, Доропата и не остановит, он продолжит, точно совершенно ведут к очень большим потерям личного состава. И когда мы говорим о мобилизации, мы должны оценивать не только состояние российской армии, сколько там бойцов, там техники, да, но и обязательно украинской армии. Без этого ничего не может быть. Анализ, он только баланс вот оценивает. Понимаете? А все, что мы сейчас пока видим, это разговоры с российской армией. Ну, действительно, на минувшей неделе усилились разговоры о якобы готовящейся мобилизации. Зеленский сказал, что это произойдет. И ему на это уже через сутки ответил Дмитрий Медведев, в чью зону ответственности входит пополнение личного состава, и сказал, что это все инсинуации. Да. То есть, ну, прямо я говорю, крупный калибр вступил в действие, перепалка верховных главнокомандующих, президентов. Ну, во-первых, мы этого выступления Медведева ждали. Он, как вот человек, которому по функционалу это все вменено, выступает в конце каждого квартала и, так сказать, называет цифры. И мы ждали этих цифр. В общем, как он сказал, 200 тысяч пришло на контракт с начала года. 200 тысяч пришло на контракт, это и еще и 16 тысяч добровольцев, это, кстати, цифра меньше, в целом чуть-чуть пониже, чем в прошлом году в этот же период. Сказать, что какая-то катастрофа или там на 20%, как это было в начале года, в марте, нет, не случилось. Поэтому сейчас, когда мы поговорим об этом, о главной теме недели, поскольку все говорят про мобилизацию, надо, во-первых, принять к сведению вот эти две цифры, которые сходятся с Запада и из Совета Безопасности от Медведева, что, в общем-то, приблизительно на том же уровне. И я разделил, я получил 36 тысяч человек в месяц. Никогда нельзя предполагать действия противника или своего командующего, основываясь только на его собственном положении, да, на фронте. Всегда надо смотреть на баланс. Ну, предположим, у тебя войско там 1 миллион человек, у противника 2 миллиона. Тебе нужно срочно там мобилизовать еще 1 миллион, где-то найти, да? Но если вдруг через полгода выясняется, что у противника армия похудела в боях и стал 1 миллион на 1 миллион, у тебя уже нет такой необходимости. Надо смотреть, сколько против кого выступает. А что там на Украине-то? Какая численность армии? И эти цифры тоже есть в нашем распоряжении. Это мы совершенно точно понимаем, что вот такой насущной необходимости, когда вдруг резко изменился баланс в личном составе на фронте, ее нету. Я имею в виду российского командования, ее нету. Точно совершенно они, украинцы, ничего не изменили в этой ситуации с мобилизацией, с этими ТЦК. И главное обвинение, ну не главное, важнейшее обвинение, которое Зеленский выдвинул Федорову, что он ничего не смог сделать с ТЦК, что он не реформировал систему мобилизации, а то он такой-сякой. Там ничего невозможно сделать, по мнению очень-очень многих совершенно трезвых обозревателей украинских. Помочь делу пока не получается. Значит, соответственно, эту сторону отложили, цифру понимаем, что там примерно то же самое. Количество уходящих в дезертирство
после отлова ТЦК украинцев, в общем, примерно на том же уровне остается. Сказать, что там создаются какие-то новые бригады и так далее, этого ничего нет. То есть мысли такие есть, говорят, что надо там армию укреплять, все, но по большей части все стараются компенсировать развитием войск беспилотных систем. И вот тут мы подходим к очень важному моменту в развитии строительства российских вооруженных сил. Дело в том, что еще в апреле было объявлено, что за 2026 год необходимо подготовить новых специалистов 76 тысяч для войск беспилотных систем. Медведев сейчас сказал, что подготовлено 40 тысяч. То есть половина из того, что было заявлено. На самом деле войска беспилотных систем развиваются не ударными темпами вовсе, так довольно-таки неспешно, я бы сказал. А это ключевая часть вооруженных сил России. Странно, но это так. Ключевая, которая решит все. Вот развитие войск беспилотных систем решит полностью успех на фронте или неуспех, да, определит. Поэтому вот с моей точки зрения, я уже вижу, что ситуация со студентами провалилась. Не пошли студенты в тех количествах, на которые рассчитывали. Очень большая была кампания рекламная. Создали специально срочный контракт годичный. И, кстати говоря, сейчас уже скоро настанет момент, когда эти, которые на год заключили контракт, они уже начнут возвращаться. Может быть, если мы посмотрим на украинскую практику, такой, я его назову, социальный контракт или негласный договор с обществом. Понимаешь, когда командующий украинскими беспилотными войсками заманивает, не заманивает, а призывает в свои ряды молодежь, он постоянно, они в своих буклетах, в беседах обращают внимание на то, что служба-то достаточно безопасная, если у тебя есть устойчивая связь с аппаратом. Первая часть армии, которую надо срочно прямо развивать решительными темпами, это именно беспилотные войска. Прямо на них все сошлось. Надо делать маневр деньгами внутри бюджета военного. Все останавливали даже производство какие-то ненужные абсолютно. А все сэкономили деньги бросать на беспилотники. В широком смысле. Вот этот договор, он возможен, когда мы в рамках уже давным-давно, в 2022 году объявленной мобилизации, которую никто не отменял, забираем людей в армию, я имею в виду российское командование, да, забирает людей в армию именно в беспилотные войска, но при этом подчеркивает, что это относительно спокойная служба, где-то там в тылу. Да, мы вас выдергиваем, мы ваши планы там жизненные рушим, так далее, но на приличную зарплату очень и относительно безопасно. И это может пройти, я имею в виду без взрыва общественного недовольства. Это ты говоришь, что без недовольства и массовых кампаний, это же зависит, соответственно, от тех, кто находится за границей, кто будет, посчитать своим долгом начать какую-то активную... Так они и так ее ведут. Недостаточно. Про то, что в России завтра объявят мобилизацию, первый раз объявили в 23-м году на Западе, в том числе те, кто уехал за границу. И тогда еще Шойгу опровергал. И через каждые 3-4 месяца опять новая вспышка. Завтра мобилизация. А вот завтра мобилизация. И люди верят. Потому что это так важно для многих. Событие может перевернуть всю жизнь. И все помнят эти 300 тысяч, нанятые за один месяц. Да? Все. Поэтому, конечно, так скажем, медийная атака из-за рубежа, она будет огромная, конечно. И все-таки это не 300 тысяч за месяц. Такой план, он возможен. Он возможен. Украинцы его реализовали. Что касается их попытки сделать так, как Россия сделала, то есть на большой бонус, просто нанимать людей на контракт, у них полный провал. У них полный провал. Поэтому я могу сказать еще такую вещь. Мое личное мнение. То, что российское руководство военно-политическое 4 года сумело продержаться, комплектовать армию не добровольцами, а людьми, заключающими контракт, просто предложив им большой вступительный бонус, это такой успех. Я не знаю, какая еще страна мира сможет такое повторить.
Попробуй вот такое же сделать где-нибудь в Германии или там в Соединенных Штатах. Я просто не верил в это. Это только в России возможно было. Но вот на Украине не получилось. Однако вот такой трюк: я тебя беру, но у тебя будет хорошая, спокойная. Ты на работу на машине можешь ездить вообще далеко от фронта, но это военная служба. И это не контракт, это мобилизация. И вас немного, вас 10 тысяч. Вот приблизительно вот такой договор теоретически возможен. Владимир Путин встретился с уходящим созывом Госдумы перед грядущими выборами, и в разговоре были произнесены важные цифры по, в частности, СВО. Ну да, военный бюджет, как долго это будет продолжаться, но это сверхважное заявление. Он сказал, что военные расходы останутся приоритетом при формировании бюджета Российской Федерации на ближайшие 3 года. Приблизительно на таком уровне социального напряжения, стресса и все остальное, и Россия и Украина будет жить по расчетам Кремля. Слушай, ну что если по-другому интерпретировать это? Например, готовься к худшему, рассчитывай на лучшее, закладывай бюджет, но в случае чего все будет по-другому. Или же, например, что увеличение расходов, такие увеличенные расходы, они просто будут в себя включать восстановление Донбасса, восстановление новых территорий, и все это, потому что это, естественно, потребует огромных денег. Да, и еще один момент, вот в этот же ряд могу тебе поставить, что когда заканчиваются военные действия, а вообще в любой стране, не обязательно там в России, в США, например, сейчас демонстрируют, начинается восполнение арсеналов. Ну, то есть, вот израсходовали невероятное количество очень дорогих ракет, вот этих ПАК-3, которые Зеленскому-то обещали. Как раз. И сейчас прям в срочном порядке начинает их производство, прям по точной линии расширяется, да, чтобы забить арсеналы заново нужно. И это касается всего: военной техники, пополнения и так далее, да, военный бюджет. Да. Уже война закончилась, а государство продолжает еще, так сказать, действовать, чтобы готовиться на всякий случай к следующей войне. Вот именно. Да. И это да. Но я-то, как человек, который там обозревает военные действия, должен исходить из самых худших сценариев, из самых худших предположений. Вот самое худшее, вот такое, еще 3 года. Затраты на армию и производство оружия, по данным Министерства финансов, по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились на 29,9%. А относительно января-марта 2024 года на 66,7%. Ну а по сравнению с 2023 годом на 129%. Если сравнивать с первым кварталом СВО, 4,6 раза. Эти затраты грандиозные привели в свое время к снятию команды Шойгу. Потому что Путин не доверил Шойгу и его там приближенным распоряжением такими грандиозными средствами. Ну, сейчас 2 года доверял. Да, потом понял, что надо что-то делать. А сейчас все по-другому выстроено при Белоусове. И тем не менее, просто обращаю внимание, насколько это огромные суммы, и они требуют радикального переосмысления вклада каждого вида вооружений, вооруженных сил в общую копилку, да, в оборонительный потенциал государства. Если уж мы говорим о том, что некоторые виды вооружений просто исчезли с фронта, и их можно останавливать, заводы можно останавливать, то ведь можно же сказать, что и многие части, военные части, просто стали, ну, не то чтобы совсем бесполезны, но совсем не так востребованы. Бронетанковые, например, да, вот. Многие аэродромы, там, связанные с вертолетами, если они боевые вертолеты и так далее, если их не перевели в тыл для борьбы с беспилотниками. То есть вообще много чего надо пересмотреть. И эта реформа, она должна быть проведена прямо по ходу СВО. Украинцы такую реформу при Федорове затеяли на самом деле. Кончилось это чем? Тем, что Федору дали по рукам и, в общем, уволили и Федорова, и Сырского в результате. В основе всего этого деньги стоят. В общем, нерациональные расходы, которые повлекла старая, прежняя структура российской армии, российского оружия и, соответственно, структура вооруженных сил, они постоянно о себе напоминают. И все время возникает вопрос, не сэкономить ли
на огромных, невероятных совершенно расходах, раз уж они так не востребованы. Серьезный разговор, и я думаю, что вот, если это не будет сделано, то просто впустую будут потрачены огромные деньги. Огромные. Очереди за бензином уходят потихонечку, восстанавливаются поставки топлива. При этом продолжаются удары по складам Wildberries. Украина взяла четкий курс на, видимо, я не знаю, уничтожение банкротства этой компании. Да. Потому что банкротство Wildberries будет реальным осязаемым результатом, который можно будет и американцам предъявить. Вот если ты будешь распределять свои удары сразу на всех конкурентов, там Яндекс, Сбербанк, СДЭК, кстати говоря, очень большие склады имеет, складские помещения. Вот. Ну, Озон тоже. Вот. Если на всех распределить, то можешь ничего не добиться. А вот если вот на один Wildberries, если все-таки дожать его, довести до полного краха, то это вот будет, можно будет показывать как реальный успех. Хотя это 10% торговли. Я имею в виду на маркетплейсах. Интересный момент произошел. В одной из недавних атак беспилотники, значит, спикировали на завод переработки использованных уже шин, такое химическое производство, и на несколько еще целей в районе Чехова. И в том числе в том месте, где находится этот знаменитый Чехов-2. Что такое Чехов-2? В Советском Союзе еще был построен в этом месте, и он действующий, грандиозный, многоуровневый подземный командный пункт. То ли он главный, основной, то ли он резервный, я этого не знаю. Он очень большой, с огромным количеством там, техники, средств связи и так далее, там, постоянное дежурство. Это прямо пункт управления армией на самом деле. И они как бы в этом районе сбросили, не бомбы сбросили, а спикировали на цели. То есть как бы заявка такая на атаку стратегического объекта первейшей важности. Да? То есть можно ли это рассматривать как повод для ядерной бомбардировки по ядерной доктрине? Нет, конечно, нет. Вот. Но тем не менее заявка такая вот сделана, очень любопытно. Конечно, Киев резко поднял планку эскалации. Резко. Сразу по нескольким направлениям. Тут, надо сказать, что уже чуть ли не месяц российская армия ежедневно наносит удары по Украине довольно скромным количеством этих гераний. И вообще беспилотников. Очень много появилось, совсем не так, как в прошлые периоды, новых гераний 4,5. Это реактивные, с реактивными двигателями. И все чаще и чаще применяется вот эта крылатая ракета дешевая. Бандероль называется, да, то есть у нее тактико-технические характеристики такие, что с ними пока вот все эти системы, мобильно-огневые группы, перехватчики, вот эти коптерного типа, и не справляются. Они не догнать их не могут, реактивные машины, ничего, и они летят на такой высоте, что ничего не получается. То есть фактически Россия выходит вперед по количеству нанесенных ударов. Вот не по количеству в одном налете машин, а по количеству аппаратов, которые преодолели ПВО и попали в цель. Пока все эти удары зеркальные. Вот как Украина действует, так же отвечает и Россия. Там бомбят новую пошту, складские помещения и так далее. И на море, как мы уже говорили, достигнуты успехи, которые, в общем, быстро очень были достигнуты. Вот буквально за неделю, за 2 недели. Это реакция мощная очень. Все страховые компании сразу в 2 регионах мира объявили, не все, но главные, объявили о прекращении страховых операций с судами в этих регионах. Это Баб-эль-Мандебский пролив, где хуситы начали обстреливать по просьбе Аятоллы саудовские танкеры. Это, естественно, Персидский залив. И это район Черного моря, Южной Одессы. То есть корабли, которые идут в Одессу и выходят из Одессы. Там не сама Одесса, а набор портов одесских, да. Вся внешняя морская торговля Украины остановилась. Это очень мощное достижение, быстрое причем, да. Мне кажется, здесь сыграла свою роль вот эта гибель
корабля турецкого, который просто тонул у всех на глазах, медленно переворачивался, все. Понимаешь, есть психологическая особенность у моряков. Они гибель корабля воспринимают чрезвычайно эмоционально. Живой корабль, они в нем живут, там, все. Они воспринимают его как гибель живого существа, в буквальном смысле слова. Если корабль разбомблен авиацией у стенки причальной, вот это был такой немецкий сериал «Das Boot», да, там, это прям показано все. Случаев, когда у командира корабля инфаркт на месте от стресса, довольно много. Вот, например, у меня есть подводник, который довольно опытный, очень много ходил, который очень отстраненно может разговаривать о флоте, о флотах, как они развиваются и так далее. Но как только он начинает вспоминать свою лодку, у него какое-то тепло в голосе прорезается. Я вижу, как он по-доброму начинает рассуждать про эту лодку. Совершенно не так, как вообще про подводные лодки в целом, понимаешь? Он именно к этой лодке, вот его воспоминания, эмоции, все привязано. Он демонстрирует этим. Вот когда демонстрирует вот эту эмоцию, когда тонул Бисмарк, англичане это утопили, по мемуарам многие моряки не спасались, а ложились на борт, он заваливался на борт, да, гладили его, этого, значит, кита, с тем, чтобы ему не так больно было умирать, и вместе с ним шли на дно и гладили его, вот так вот обнимали. То есть, какая-то невероятная картина, но это так, это во многих случаях описано, не только с Бисмарком, конечно, там просто это прям отчаянная такая картинка. Поэтому вот этот вот перевернутый корабль, который у всех моряков на глазах и утонул, понимаешь, сыграло, мне кажется, очень большую роль. Потому что одно дело просто сухая статистика, там повредили корабль, здесь повредили, а здесь бах на дно, и вот картинка живая. Мне кажется, это сыграло большую роль в том, что многие капитаны отказались сразу заходить в Одессу, отказались торговать с Украиной, я имею в виду заходить в порты. И вот такая реакция страховых компаний последовала. То есть странная психика моряков здесь сыграла роль. Например, самая большая в мире, самая знаменитая компания, перевозящая по морю морские контейнеры, Маерск, датская, отказалась заходить в украинские порты. И замминистра аграрной политики Украины признал риски для накопления продукции нового урожая на Украине, на берегу. Нечем вывозить. Он сказал, что просто падает цена, а самое главное накопление, это когда еще прошлый урожай не весь вывезли. Это большая проблема. Все это так активно не обсуждается, конечно, в прессе, как удары по Wildberries. Но с точки зрения чистой экономики удар могучий, ответный. Слушай, давно об этом вообще не вспоминали. Количество реактивных дронов все больше и больше становится. Они заменяют винты, становятся более доступными. Герань-2 измененные, Герань-3, там сложно вообще разобраться. Герань-4, Герань-5, да. Да, и Бандероль. Знаешь, украинцы, кстати, тоже реактивные уже появились. Во-первых, судя по разговорам со специалистами, двигатели, они стоят столько, что переход на реактивные беспилотники не резко удорожал их. Удорожал, но не так прям, чтобы очень резко. То есть они будут продолжать выпускать их массово. И сейчас идет переход. Я попробую пояснить, что означает с точки зрения военных цифр, военных расчетов это. Вот посмотри, условно цифра. У тебя 500 километров фронта. Через них пролетело 100, предположим, беспилотников «Лютый», условно говоря, да? Сбили 94. Это реальная цифра, кстати говоря. Пусть 90. Десяток пролетел. И попал в цели, какие нужно. Сколько стоит один удар попавший? Надо все 100 ведь считать. И для того, чтобы эти 10-то пролетели, надо 100 запустить-то.
Ты умножаешь 100 на сумму, а стоят они, допустим, $150 тысяч, у тебя получается 15 миллионов. А если 6 пролетело, ты их делишь, у тебя получается $2,5 миллиона стоит одно попадание. Ну, не так-то дешево на самом деле. А теперь представь себе, что у тебя через тот же участок пролетает на недоступной для мобильных огневых групп скорости и высоте реактивные беспилотники. И все 100 попадают. А стоит этот новый российский беспилотник $80 тысяч. Сколько стоит одно попадание? $80 тысяч, если все пролетели. В результате с винтами ты тратишь на одно удачное попадание $2,5 миллиона. А если реактивный двигатель, то ты тратишь в 30 раз меньше. Интересно. Конечно, это чисто теоретическое изыскание. Истинные коэффициенты соотношения, они будут, когда вот статистика накопится, и мы посмотрим. Но реально это так. В таком случае, получается, ПВО должно уже применяться настоящее, дорогостоящее против сверхзвуковых... Ну нет, они не сверхзвуковые, но скоростные цели, уже скоростные цели. Абсолютно точно. Стоимость ПВО резко повышается. То ты сбиваешь их похожими по стоимости этими елками, там, да, или стингами украинскими, там, соответствующими перехватчиками, и стреляешь в них из пулеметов, то ли ты их догоняешь с помощью вертолета и расстреливаешь в упор, а теперь все по-другому. Эти перехватчики, они их догнать не могут. И получается, перехватчики уже точно будут под управлением ИИ. Во-первых, точно совершенно. Во-вторых, они намного дороже станут. Вот. И баланс-то сдвинется. Оказывается, переход на более дорогие реактивные беспилотники меняет ситуацию в худшую сторону для средств обороны. Почему, оказывается, это же всегда так? Средства обороны дороже, чем средства нападения. Но сейчас-то сбивается 94%, а будет меньше сбиваться. Если так дело пойдет, если не изменишь ничего. Вот. Очень важную роль в борьбе с реактивными средствами воздушного нападения играет авиация ПВО. То есть самолеты ПВО, истребители ПВО догоняют эти реактивные цели. Ну, в традиционном сценарии это крылатые ракеты. Догоняют крылатые ракеты, атакуют их специальными ракетами воздух-воздух, которые для этого созданы, разработаны. Сбивают их, и, кстати говоря, хорошо, эффективно сбивают для борьбы с американскими ракетами, которые летят со стороны Северного полюса. Советский Союз создал целый самолет МиГ-31, который сейчас успешно применяется, кстати говоря, для запуска ракет «Кинжал». Это все меняет картину. Почему? А у Украины нет столько самолетов. Украина авиация очень небольшая для того, чтобы с большим количеством беспилотников реактивных бороться. Сюда же можно отнести и строительство новой системы ПВО страны в России. Вот сейчас в Министерстве обороны рассматривается проект создания винтомоторного самолета ПВО, самолет-перехватчик, который будет догонять эти беспилотники винтовые, сбивать их, но уже не так, как на Украине Як-52, просто спортивный, из окошка там высовываешься с ружьем и стреляешь. Нет. Специализированный просто там, истребитель ПВО, но двигатель в нем будет как двигатель Вторую мировую войну. Вот когда мы в Верхнем Пышме видели там не Мессершмитт, а Фокке-Вуль 190, у него скорость была уже в 1944 году более 700 километров в час. Это выше крыши достаточно, чтобы догнать украинский беспилотник, который летит со скоростью 120 километров в час. То есть, имея запас полета, его там 5 часов летит куда-нибудь там на Урал, ты можешь 10 раз его догнать, обогнать, так сказать, вот, к нему пристроиться сзади и выпустить по нему, предположим, перехватчик, там, ту же ракету или даже перехватчик. Да пулеметом сбить. Да, в том числе и малокалиберной артиллерии. Да. То есть, летчики, которые обучаются на такие самолеты, стоят намного дешевле, обучение. Сами эти самолеты стоят в разы дешевле, в разы. Вертолет, его вот полет час,
стоит в 5 раз дороже, чем вот такой вот винтомоторный истребитель. Была у нас передача, где мы этому вот, такой идее посвятили целый сюжет. И вот спустя год почти. Да, год почти, да. Мы узнали, что Министерство обороны сейчас рассматривает такой проект. Чем он закончится? Примут ли они решение? Не примут, я не знаю. Но факт, что его построить можно намного-намного быстрее, чем любой современный самолет. Почему? Потому что это фактически повторение технологий Второй мировой войны. Вот к тем временам вернуться. В том числе и поршневой двигатель. И еще интересный момент. В США компания Anduril, известная такая продвинутая, значит, Военными контрактами. Компания провела учения с участием беспилотного реактивного самолета ведомого. То есть летит истребитель, рядом с ним беспилотник, который соответствующим образом, значит, связан программным обеспечением с этим самолетом, выполняет разные команды. Все это было на полигоне. Результатов мы пока не знаем. Это первый полет. И, в общем, он признан более или менее успешным. Через пару лет, может быть, мы его увидим в более серьезной обстановке. То, что у нас уже давно охотник делает. Да, я просто хотел тебе, так сказать, вот всем напомнить, что мы больше года назад рассказывали об этом эпизоде, где охотник был сбит, да. Вот тот самый охотник, он вовсю летает на фронте, и его боевое применение уже идет в зачет, так сказать, общей концепции. То есть там, инженеры, конструкторы, все смотрят на результаты, смотрят, как он себя ведет, военные летчики начинают прикидывать, нужен, не нужен вообще, и так далее. То есть отрыв-то большой. Все эти Lockheed Martin и прочие, Да, у них тоже есть то же самое. Конкурирующие проекты есть, они все то возникают, то опять, значит, откладывают их в долгий ящик, на полку и так далее. В общем, ничего серьезного. А здесь вроде как прям перспектива, вот скоро-скоро он должен, его войска должны представить. До этого дошло. То есть самый продвинутый из всех конкурентов на самом высоком уровне. Но вот так только на полигоне. Наш подписчик вот спрашивает, как начальство, офицеры отдают приказы военным наемникам, которые приезжают с разных концов света. Они служат и в ВСУ, и в ВСРФ. Они по-русски понимают плохо, учатся, конечно, по-украински тем более, я так понимаю, нужно выполнять приказы. Сейчас, конечно же, уже синхронные переводчики появляются, которые можно вставлять в наушники. Вот он как раз задал вопрос, о котором я не задумывался. Спасибо вам за этот вопрос, очень интересный момент. Действительно, управление армией, которое говорит на разных языках, специфическая задача. Есть НАТО, 32 страны и самые разные языки. Но там, хоть, по крайней мере, они полками какими-то там, бригадами собраны по национальному признаку. Можно где-то там наверху договориться. А так-то на поле боя свои офицеры на своем языке. А вот так, как ты сказал, это реально наемники из разных стран мира в одном иностранном легионе, вот где-то там на Украине. Как доводить до них приказа? Достаточно просто надеть наушники, подключить их к устройству, и соответствующим образом ты быстро можешь наладить коммуникацию, очень точно понимая входящие и исходящие команды, прямо рядом со своими боевыми товарищами, которые все говорят на разных языках, даже в одном подразделении. Но такого за историю армии не было никогда. Это можно набрать бразильца, значит, поляка, русского, можно китайца сюда ставить и так далее, и они все будут говорить и одновременно друг друга понимать в одном окопе. Звучит как анекдот. Звучит, да, но это на самом деле... Кто сломал, кто потерял шар. Но это переворот. Но это переворот в военном деле. Можно вот до такого уровня спустить взаимодействие на разных языках, и, допустим, там, с взаимодействием между штабами прямо до окопа. Ну, на этом у нас все. Спасибо, что посмотрели нас. Поставьте лайк. Да, и традиционно напоминаю, что мы не в состоянии отвечать на все вопросы, которые вы задаете в YouTube, поэтому в отложенном виде мы на вопросы на все стараемся отвечать в Бусти, правда, не сразу, немножко попозже. А уж если вам хочется получить немедленный ответ прямо сейчас на заданный вопрос, добро пожаловать на Twitch каждую среду в 19 часов. Все, всем пока. До свидания.